Всем привет! Вы на канале Будь Мужиком, и сегодня мы с вами будем говорить о том, какой же лучше выбрать котел, дымоходный или же бездымоходный. К примеру, либо вы планируете ваш котел старый заменить, либо же вы планируете установить новый котел. Все эти варианты мы с вами подробно рассмотрим. Я постараюсь быть максимально краток. Кстати, у меня появился Инстаграм. Если вы еще не подписаны, то подпишитесь. Ссылочка будет в описании. Итак, первый пункт. Это что у вас было уже установлено. К примеру, если у вас стоял какой-нибудь напольный котел, какой-нибудь определенной мощности, то, соответственно, вы можете его заменить, если без изменения проектной документации на ваше газовое оборудование, то вы можете поставить котел тоже напольный, той же мощности, либо меньшей, чем у вас стояло. Если вы хотите поставить больше мощности, то нужно уже, соответственно, делать изменения в проекте. То есть вы можете поставить, запросто заменить напольный на напольный, и то же самое относится и к навесному котлу тоже. То есть если у вас стоял навесной котел, и вы можете спокойно навесной на навесной поменять. К примеру, дымоходный на дымоходный, бездымоходный на бездымоходный, ну и так далее. То есть при замене котла на аналогичный, изменения в проектной документации по газовому оборудованию не требуется. Однако, если меняется дымоход, к примеру, был дымоходный, стал бездымоходный, либо же наоборот, бездымоходный на дымоходный. Если меняется тип котла навесной на напольный или же наоборот, то тогда изменения в проекте делаются. Также изменения в проекте делаются, если вы ставите котел большей мощности, чем у вас уже был установлен. Итак, основное отличие дымоходных котлов от бездымоходных котлов. Это отличие заключается в том, что в большинстве случаев современные бездымоходные котлы – это котлы настенного типа. Все котлы настенного типа, насколько вы знаете, энергозависимы. Соответственно, если вы ставите себе напольный дымоходный котел, то он у вас сможет при соблюдении определенных уклонов в системе отопления работать энергонезависимо. Соответственно, насос ставить не обязательно, но чтобы он работал эффективнее и система прогревалась быстрее, можно поставить дополнительно насос. Но он может у вас работать и при отключении света. Если же вы хотите, чтобы у вас работал бездымоходный котел при отключении света, вам необходимо будет приобрести преобразователь тока для работы вашего котла. То есть вы покупаете аккумулятор. Аккумулятор, в зависимости от того, где вы его поставите, должен быть определенного типа. То есть аккумулятор у вас, если вы ставите его в квартире, должен быть обязательно гелевый. У гелевого аккумулятора либо практически нету, либо вообще нету никаких испарений. Либо же, если у вас котельная где-то находится в отдельном помещении, либо же вы, например, этот аккумулятор вынесли куда-нибудь, к примеру, в подвал, то тогда, в принципе, не важно, какой у вас установлен аккумулятор. Преобразователь нужен для того, чтобы преобразовать сигнал 12 вольт в 220 вольт для вашего котла. Конкретно для платы управления, насоса, который в нем встроен, и если это у вас турбинированный котел, бездымоходный то бишь, то и для работы вентилятора. Однако, если вы ставите себе бездымоходный котел напольного типа, то тут уже никакой турбины нету, и он также может работать энергонезависимо. При установке же настенного котла дымоходного, соответственно, тоже вам потребуется электроэнергия для его работы. Следующее отличие бездымоходных от дымоходных котлов это то, что если у вас установлен, будем всегда разбирать 4 случая. Смотрите, если у вас установлен котел напольного типа дымоходный, то вам периодически надо проверять и чистить дымоход. Если у вас установлен котел бездымоходный напольного типа, вам, в принципе, дымоход тоже надо будет чистить, но не так часто, как это надо делать в обыкновенном дымоходном котле. Аналогично с навесным котлом дымоход надо будет чистить периодически. Если же вы ставите себе бездымоходный котел навесного типа, то чистка дымохода практически не требуется, он практически не забивает. Итак, любой дымоходный котел зависит от тяги в вашем дымоходе. Соответственно, он должен быть вне зоны ветрового подпора, должна быть в квартире обязательно хорошая приточно-вытяжная вентиляция, потому что если воздуха ему не будет хватать, будет образовываться обратная тяга и его будет задувать. И ваш дымоходный котел будет сжигать воздух из вашего помещения. Если же вы ставите себе турбинированный котел бездымоходный, то будет в процессе горения участвовать воздух уже непосредственно с улицы и на улицу выбрасываться. То есть таким образом вы в принципе спасаете себя от сжигания воздуха в помещении. Если вы ставите себе напольный бездымоходный котел, ну, соответственно, происходит то же самое, только менее эффективно. Следующее отличие дымоходных от бездымоходных котлов это то, что в дымоходном котле у вас в принципе нету никаких устройств для того, чтобы выбрасывать воздух, в общем-то, в сам дымоход. Аналогичная ситуация происходит при бездымоходных котлах напольного типа. Там тоже все происходит естественным образом. Если же вы ставите себе настенный котел бездымоходного типа, то для того, чтобы выбрасывать воздух
и, соответственно, подсасывать воздух для горения, то есть чтобы вот это вот обмен происходил у вас, подсос воздуха для горения и выброс продуктов сгорания на улицу. Для этого устанавливается специальный вентилятор. То есть в котле появляется еще одна запчасть, которая может поломаться, это во-первых. И во-вторых, соответственно, для того, чтобы котел знал, что, к примеру, у вас вентилятор вышел из строя, ну, как говорится, не дай боже, чтобы он у вас поломался. Однако, если такое произойдет, то котел должен об этом узнать. И для того, чтобы он об этом узнал, там устанавливается специальный датчик. Дифференциальное реле, либо, как его зачастую в народе называют, моностат. Это, в принципе, тоже такое моностат, пресостат, это даже, можно сказать, специфическое название. То есть, получается, у вас добавляется еще один датчик и вентилятор. А в дымоходных котлах, как в напольных, так и в навесных, моностатов, вентиляторов нет. То есть, минус две запчасти. Рассматриваем два котла, дымоходный настенный и бездымоходный настенный. Если у вас работает дымоходный настенный, он, к примеру, кушает у вас там 110, 120, 130 ватт, например, приблизительно. Для того, чтобы работал бездымоходный котел, у вас еще должен работать вентилятор и, в общем-то, плата управления. То есть добавляется еще некоторое количество электроэнергии. Это количество, конечно, небольшое, там буквально несколько ватт, но об этом стоит сказать. Может там 20 ватт. То есть, но кушать электроэнергии он будет больше. Следующее отличие, о котором я вам уже сказал, если у вас установлен дымоходный котел любого типа, то есть напольный либо настенный, то у вас сжигается воздух в помещении. В процессе работы котла при сжигании 1 куба газа сжигается 10 кубов воздуха. Соответственно, воздух в помещении у вас палится. Если он у вас установлен где-нибудь на кухне, то воздух должен очень хорошо, эффективно обмениваться для того, чтобы вам было чем дышать. Если же вы ставите себе бездымоходный котел, то воздух в процессе горения не участвует, участвует воздух с улицы. И вы от этого не страдаете. Еще одно отличие, оно тоже несущественно, однако оно в принципе тоже есть. Любой напольный котел обычно работает громче, чем настенный. Потому что напольные котлы это более, скажем так, устаревший что ли вариант, их уже сейчас реже ставят, практически не используют, и там практически нет обесшумки. Соответственно, вы всегда, практически всегда, если вы находитесь рядом в помещении с котлом, вы будете слышать, как он разжигается, как он тухнет, как иногда деформируется металл при охлаждении, к примеру, он разогрелся, может у вас начинать там потрескивать, металл будет допустим, там расширяться. Потом, например, котел у вас остыл, начинает постепенно охлаждаться, тоже немножко потрескивает. То есть, кое-какие звуки в помещении присутствуют. Если же вы ставите себе настенный котел, то в настенном котле этих звуков практически нет. Их обычно очень хорошо шумоизолируют, а если вы ставите себе еще бездымоходный котел, там герметичная камера сгорания, дополнительные прокладки, и, соответственно, вы практически ничего не слышите вообще, как этот котел работает. Вы буквально только вот на него смотрите. Следующее отличие в том, что если вы поставили себе дымоходный котел, то у вас дымоход должен быть выполнен по правилам устройства дымоходов. Кстати, по правилам устройства дымоходов я планирую также выпустить ролик обзорный, чтобы вы знали, как правильно обустроить дымоход в вашей квартире. Если вам эта тема интересна, обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я снял такой ролик по правилам устройства дымоходов. Итак, соответственно, если у вас котел дымоходный, то обязательно ваш дымоход должен соответствовать этим нормам. Если же у вас котел бездымоходный, то выводите себе его в стенку и абсолютно можете от этих правил практически не зависеть. Единственное требование при установке бездымоходных котлов, чтобы труба была до 3 метров длиной. И если же вы решили установить себе бездымоходный котел в уже существующий дом, к примеру, это дом какой-нибудь многоквартирный, боже упаси, если это какой-нибудь памятник архитектуры, к таким домам обычно есть повышенное внимание. То есть, если вы захотите себе поставить бездымоходный котел в подобный дом, то, скорее всего, вам его либо не разрешат установить, либо же, если разрешат установить, то с выводом трубы для продуктов сгорания, то есть это бездымоходный котел, вовнутрь двора. То есть на фасад такие трубы выводить нельзя. То есть если вы где-нибудь идете по улице и смотрите, что у кого-то труба там выведена на улицу, то можете быть уверены, что либо сегодня уже там газа нет, либо там газа не будет завтра. Потому что за этим очень строго следит газовая служба. Если они находят, что бездымоходный котел выведен на фасад прямо на улицу, то они приходят и сразу ругаются. Я вас сразу предупреждаю на всякий случай, если вы себе что-нибудь подобное решите сделать. Еще один очень важный момент в бездымоходных котлах — это то, как должен быть устроен их дымоход. Их дымоход всегда должен смотреть не так, как смотрит обычный дымоход вверх,
а он должен быть, как вы знаете, горизонтально в большинстве случаев, но не просто горизонтально, а он должен иметь небольшой уклон вниз, в сторону улицы. Для чего это делается? Для того, чтобы конденсат, который там образовывается, чтобы он к вам не тек в котел, потому что конденсат это не просто вода, это такая, как своеобразная, что ли, кислота, и эта кислота способна разъедать металл. И очень хорошо это чувствуется в напольных котлах, то есть что напольные, что настенные, они должны чуть-чуть вниз иметь уклон. И очень часто, кстати, происходят такие случаи, когда вот, к примеру, людям ставят конвектор, то есть конвектор это фактически тоже бездымоходный котел, либо же котел бездымоходный, пробивают дырку, выводят дымоход, и проходит какое-то время, и у людей начинает пахнуть угаром прямо в помещении. А это, как вы знаете, очень опасно, вплоть до самых страшных последствий. И почему это происходит? Потому что конденсат, который образовывается в этом дымоходе, он стекает в начало этого дымохода, разъедает там трубу, и дымоход отгнивает от самого котла. И таким образом угар уже идет не на улицу у вас, а в помещении. Вы спросите, откуда там берется конденсат? А смотрите, у вас получается всегда продукты сгорания выводятся через внутреннюю трубу. Температура продуктов сгорания 200-300 градусов Цельсия. Воздух на улице зимой, как вы знаете, 0, минус 5, минус 10. И вот представьте, 300 градусов и минус 10. Разница температур 310 градусов. То есть там уже не то, что точка росы, там вообще полный капец. То есть и, соответственно, образуется конденсат. И вот этот конденсат как раз портит ваше оборудование. Поэтому обязательно правильно устраивайте ваш дымоход. Еще одно отличие дымоходных котлов от бездымоходных — это то, что в дымоходных котлах для очистки дымоходов обязательно должен быть лючок. А в бездымоходных котлах, в принципе, этот лючок не нужен. Вы всегда можете открутить два болтика, вынуть этот дымоход и отнести его в ванну и там в ванной мыть. Это, в принципе, очень удобно, я бы сказал. А обычный же дымоход вам надо либо самостоятельно вскарабкиваться на крышу, если вы не боитесь оттуда потом кувыркнуться вниз, либо же вызывать печника. А вызывать печника, как вы знаете, тоже стоит хороших денег. Особенно, если у вас неприятность такая произошла в какую-нибудь непогоду. В непогоду по мокрой крыше, поверьте, мало кто согласится лазить и смотреть ваш дымоход. И последнее отличие дымоходных котлов от бездымоходных — это то, что если вы ставите себе бездымоходный котел какого-нибудь современного типа, соответственно, вы хотите, чтобы газ у вас экономился, чтобы ваш котел работал максимально эффективно. И для этой максимальной эффективности у нас существуют котлы конденсационного типа. Если вы ставите себе котел конденсационного типа, вы можете получить коэффициент полезного действия 98%. Почему 98, а не 108, 115, 120 и так далее, как производители пишут? Потому что, как вы понимаете, в природе такого быть не может. Больше 100% эффективности быть не может быть. Это не коэффициент полезного действия, это коэффициент использования котла. Итак, вы получаете высокий КПД, вы получаете экономию газа. И что вы при этом затрачиваете? Вы затрачиваете, просто переплачиваете сумасшедшие деньги за котел, во-первых. Во-вторых, котел вам не просто надо подключить к газу в воде, вам надо к нему также подвести канализацию. В канализации должен быть видимый разрыв. Там должен быть сифон, чтобы оттуда не капало. То есть, в принципе, нюансов целая куча. То есть, плюс одна труба к котлу, 3% эффективности вы повышаете, экономите газ там какие-то буквально считанные проценты и просто переплачиваете вот за то, что он конденсационный. Просто на сегодняшний день я считаю конденсационные котлы ставить вообще в принципе не резонно, но резонно для тех людей, которые любят престиж. То есть для того, чтобы, к примеру, к ним пришли гости, они показали: у меня часы Rolex, у меня машина Bentley, а котел, кстати, у меня конденсационный. Вот тут котел конденсационный подходит. Так что, если видео вам понравилось, ставьте лайки и до новых встреч, друзья. Всем пока!